Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти, познавательные статьи о потустороннем мире и даже мини-влоги о моей жизни вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Сегодня мы разберем очередную негативную теорию о жизни после смерти, которой нас пичкают, чтобы нам было страшно, чтобы мы вместо нормальной жизни погрязли в этой липкой субстанции сомнений и ужаса и отказались от счастья, радости и любви. В одной из предыдущих лекций я уже рассказывал вам, что существует некий современный эзотерический взгляд на перевоплощение душ, объясняющий то, что происходит со всеми нами на Земле, существованием духовной тюрьмы, в которую души якобы отправляются в качестве наказания за совершенные в предыдущих жизнях грехи. Наша планета, по мнению авторов этой теории, и является такой исправительной колонией, куда стекаются различные духовные нечистоты со всей Вселенной или как минимум галактики. В этой колонии, словно в аду, души варятся на протяжении многих жизней, страдая и мучаясь, и повторяя срок за сроком до тех пор, пока не исправятся и не получат возможность выйти на волю. В последнее время появилась и еще более страшная надстройка над этой теорией, утверждающая, что Земля – это не только тюрьма, но еще и своеобразная ферма, в которой мы якобы не просто заключенные, но еще и специально разводящийся скот, пища для более продвинутых существ, которые собирают с нас некую энергию страданий, названную гавахом, и питаются ею в космических масштабах. Некоторые граждане в силу своего негативного внутреннего мира радостно принимают эту теорию и несут ее в массы, при этом обожая называть ее запрещенной правдой, тайным знанием и прочими привлекательными эпитетами. Что ж, давайте разберемся, почему все это неправда и вообще не имеет к реальности никакого отношения. Во-первых, и в главных, как я уже сказал, теория космической тюрьмы – это чье-то новое творчество, начавшее встречаться в литературе и интернете лишь в последние годы. Накопленный человечеством за тысячелетия огромный массив данных о жизни после смерти физического тела и устройстве того света ничего подобного не показывает от слова совсем. Никаких, даже малейших совпадений в многовековых описаниях, свидетельствах, исследованиях и экспериментах относительно тюрьмы для душ нет. Как мы уже знаем, множественные совпадения в множественных же описаниях чего-либо подтверждают истинность этого, а их отсутствие с огромной вероятностью говорит об отсутствии же того, что описывается единичными свидетельствами. Только исходя из этого факта, можно с уверенностью сказать, что никакой духовной тюрьмы на Земле не существует. Верить в эту теорию все равно, что полагать существующим макаронного монстра, управляющего планетой. В этом ключевом моменте и есть разница между знанием и домыслами, о которых так любят говорить скептики применительно к исследованиям жизни после жизни. Здесь все просто. Если на протяжении тысячелетий из разных мест планеты появляется одинаковая информация, то она и является истиной. Если же перед нами единичный взгляд, не совпадающий с массивом и противоречащий ему, значит это выдумка. Но давайте не будем ограничиваться одним доказательством и пойдем дальше.
На этот раз прибегнем к методу от противного. Допустим, Земля – это действительно тюрьма, в которую отправляют грешников для расплаты и исправления за грехи в прошлых жизней. Тогда каким образом и за что в эту тюрьму были отправлены святые люди и великие учителя, такие как Иисус, Будда, Саи-Баба, Мать Тереза, Махатма Ганди, Киану Ривз, Боб Марли и многие другие прекрасные и высокоразвитые личности, которые приходили раньше и продолжают приходить? Можно было бы предположить, что система совершает ошибки и несправедливо осуждает к заключению невиновных. Но согласитесь, это уже слишком земное допущение, основанное на существовании нашей, человеческой системы правосудия с ее продажными судьями, прокурорами, планами и прочими несовершенствами. Уверен, даже если бы существовала космическая система наказаний, она была бы во много крат совершеннее человеческой и не допускала бы таких ошибок, чтобы, например, Иисус оказался в тюрьме. Еще одно доказательство того, что версия с тюрьмой совершенно оторвана от реальности – мой личный опыт, который, убежден, соответствует личному опыту многих других людей. За свою некороткую уже жизнь сознанием я бывал как на вершине счастья в своеобразном раю, так и на самом глубоком дне, в тюрьме. И зависело это вовсе не от чьего-то решения, приговора или вердикта, а только от меня и моего отношения к жизни и событиям, которые она преподносит. Принимая трудность со смирением, оценивая ее как возможность для роста, я значительно быстрее с ней справлялся и получал в дар бесценный опыт, который помогал мне в дальнейшем. В итоге всегда выяснялось, что исходная ситуация, казавшаяся плохой, приводила к чему-то хорошему. Погружаясь же в эгоизм, жалость к себе, нытье и страдания по поводу возникшей напасти, я превращал свою жизнь и жизнь близких мне людей во мрак, но при этом лишь умножал тяжесть и сложность задачи по решению проблемы. В результате стало совершенно очевидно: изначальное плохое событие и неплохое вовсе, а просто событие, исход которого определяю только я, в зависимости от своего восприятия и своей реакции на него. Сейчас стало очень модно говорить о ретроградных периодах. Множество астрологов пугают ретроградным Меркурием, ретроградной Венерой, ретроградным Марсом и всеми остальными планетами, якобы порождающими цепи разнообразных трудностей, опасностей и невыносимых сложностей и без того напуганных людей, которые затем погружаются в еще больший стресс и судорожно считают дни до завершения этих периодов. И действительно, наитивно ощущается, что есть определенные циклы, в которых трудностей встречается больше. Но с тех пор, как я получил знания, которыми делюсь с вами на этом канале, в нашем телеграм-канале и наших книгах цикла «Жизнь после жизни есть я знаю», я несколько раз проверил ретроградные периоды и выяснил, что они не ретроградные вовсе. Это лишь очередное, придуманное человеком страшное слово. Но на самом деле эти циклические отрезки не несут с собой ничего плохого. Они лишь предлагают большее количество острых, трудных и интересных ситуаций. Но если не опускать руки, а спокойно, невозмутимо и позитивно отрабатывать каждую такую ситуацию, на выходе из ретроградного периода ты оказываешься засыпан дарами полезного опыта, знаний, прогресса, а зачастую даже и денег с головой. И здесь мы видим, что все зависит от восприятия. Можно страшиться и страдать от ретроградного Меркурия, пытаться укрыться от него и пропустить все предлагаемые им перспективы. А можно использовать его к собственному благу и благу окружающих, к быстрому, качественному и молниеносному скачку в развитии. На протяжении тысячелетий в книгах, исследованиях, отчетах о контактах с потусторонним миром мы встречаем одну и ту же мысль.
Никаких наказаний, никакого карающего за грехи Бога, никакого ада или тюрьмы не существует. Оценку своим делам и поступкам даем только мы сами с позиции нашего сверх-я, нашей величественной, прекрасной и бесконечно доброй души. Мы сами выносим себе приговор, осуждаем себя, мы сами отказываемся от эгоизма или отправляемся к нему в объятия. И в зависимости от этого либо наслаждаемся великолепной жизнью, либо обрекаем себя на страдания, беды и трудности. Теория вселенской тюрьмы не выдерживает никакой критики еще и потому, что если внимательно посмотреть на нашу планету, становится очевидна ее великая красота и прекрасность. Горы, моря и океаны, озера и реки, небеса, луга, цветы, леса и долины, великолепные создания от какой-нибудь бабочки до моей кошки Няши, не говоря уже о детях, все здесь создано изначально красивым, чудесным и волшебным, доставляющим эстетическое удовольствие любому, кто даже просто созерцает это и достаточно развит для того, чтобы за мелкими личными проблемами увидеть все это великолепие. Ну серьезно, где вы видели такие тюрьмы? Причина появления теории Земли как вселенской тюрьмы состоит все в той же вечной нелюбви человека к себе, его фиксации на ужасах и кошмарах, уверенности, что он не заслуживает лучшего, а заслуживает лишь наказаний, в его бесконечных страхах, порожденных осознанием мира как исключительно материального, конечного и несправедливого. С самого детства, со всех сторон нас убеждают, что мы в чем-то виноваты, от первородного греха до мелких бытовых трудностей наших родителей, что надо быть серьезнее, надо быть взрослее, надо быть как все, не выделяться, не придумывать всяких глупостей, отринуть веру в волшебство и чудеса, сосредоточиться только на деньгах и выживании. Нас обесценивают на протяжении жизни, а мы так привыкаем к этому, что начинаем обесценивать себя сами. Мы вырастаем с бесконечным чувством вины и страха. Со временем нам становится комфортно существовать в таком окружении, и мы не хотим ничего менять, передавая эти ошибочные представления уже нашим детям, а те своим, и так далее, образуя замкнутый порочный круг, вырваться из которого довольно сложно. Поэтому эта новая теория Земли, как тюрьмы для грязных душ, и обрела такое количество поклонников. Многим гораздо легче принять модель заключения, наказания, злобного и жестокого руководства тюремщиков-надсмотрщиков, гнобящих, унижающих и подвергающих всех страданиям, нежели прекрасного и великолепного мира, в котором никто никого не наказывает, ни к чему не принуждает, и все зависит только от тебя самого. А это уже причина, по которой страдания человечества никак не закончатся. Люди сами, индивидуально и коллективно, создают вокруг себя самую неприятную реальность, не осознавая простую истину. Рай и ад – это не какие-то места, куда попадают в награду или наказание за что-то. Это внутренние состояния сознания, из соответствий которых вытекает и все остальное, образуя собой нашу объективную реальность снаружи. В этом мире или измерении, или же в других, во сне или наяву, везде это работает одинаково. Если внутри тебя ад, он строится и снаружи. Если внутри тебя рай, он возникает и вокруг. И только и исключительно от тебя, а не от какого-то выдуманного карающего бога или злобной тюремной администрации, зависит, где ты будешь проживать – в аду или в раю, в тюрьме или в прекрасном сказочном дворце в окружении фей. Что же касается Гаваха и его сбора некими высшими существами, то это, взятая из древних книг история, отчасти действительно является правдой.
Вот только совершенно некорректно понятой, переведенной и интерпретированной людьми в угоду своим страхам и уже упомянутому обесцениванию себя, а также абсолютно необоснованно прицепленной к теории о тюрьме. А вот как именно ее следует понимать и какие этому есть подтверждения, я обязательно расскажу позже в отдельной лекции о Гавахе. Исходя из вышесказанного, выдуманные страшилки про космическую тюрьму оставим для ночных посиделок у костра. Рано или поздно люди обязательно поверят в себя и свои силы, поймут наконец, что они дети Бога, а значит и сами являются богами. Что ни в этом мире, ни во всех остальных мирах и измерениях нет ничего, что было бы им не под силу. Что ни наказание, ни принуждение, ни угнетение, ни зло, ни ненависть и ни мрак, а только любовь правит всем сущим. Любовь определяет направление движения и развитие всего живого во Вселенной. А Вселенная, в свою очередь, безостановочно движется к свету, добру и любви. И именно любовь гарантирует хэппи-энд абсолютно для всех, кто эту вселенную населяет. На сегодня это все, дорогие друзья. Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации продолжаются постоянно, круглосуточно, без обеда и выходных. Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.